Парфянская история представляет собой удивительный пример того, как небольшое кочевое племя, удачно перенимая особенности завоеванных народов, создало очень сложную систему взаимоотношений и противовесов, частично копируя селевкидские и ахименидские примеры, частично предлагая принципиально новый тип государственности. Лукиан Самосадский язвительно замечает, что парфянам было несвойственно чувство прекрасного. Они стремились поразить зрителя роскошью, а не растрогать и не удивить его. Но так ли это? После Митридата I появляется своеобразный парфянский стиль, удивительное сплетение греческой, персидской и степной культуры. Парфянская цивилизация для постороннего наблюдателя, какими были греко-римские и остаются многие современные историки, возникает из ниоткуда, будто мираж, морок, наваждение. Отсюда и столь противоречивое описание парфян в античной литературе, обороты, противоречащие друг другу во всем. Под первым средиземноморских авторов они одновременно изнеженные трусливые варвары и свирепые степные воины. Их войска всегда тают при встрече с западными армиями, но тяжелая конница столь пугает, что образ закованного в броню всадника становится одним из постоянных тропов апокалиптической литературы, попав даже в христианство. В Откровении Иоанна Богослова описана вышедшая по повелению пятого ангела саранча, на головах у которой венцы и лица как человеческое и брони гремящие. Для того, чтобы понять особенности всего доисламского Ближнего Востока и его политического и экономического уклада, философских концепций, мировоззренческих нюансов, нужно обратить внимание на те земли, из которых складывалась парфянская держава при Митридате I и его наследниках. После Митридата Парфянского в 132 году до нашей эры в стране воцарился Фраат II, его малолетний сын. Примечательно, что мать его, Ринну, происходила из древнего медийского рода. К этому времени старая иранская аристократия окончательно объединилась с парфянскими завоевателями. Первое время Ринну была регентом при несовершеннолетнем Фраате, и эти несколько лет едва ли не стоили жизни парфянскому государству. На юге, едва покоренные Митридатом, объявили о своей независимости Персида и Харакена, область в Южной Месопотамии. Богатая Элимаида, древний Элам, хранила красноречивое молчание. В посвященной царю хвалебной стеле в Сузах имя самодержца опускается. Контроль над ценными торговыми путями в Персидском заливе и Индийском океане постепенно уходили из рук парфян. Междуречье страдало от голода и набегов арабских племен. И первая часть правления Фраата была посвящена наведению порядка в молодом государстве. Первым, против кого выступил молодой царь, были фратараки-персиды, одного из самых консервативных регионов, практически не затронутых эллинизацией во время правления селевкидов. Это был оплот древнего Ирана, затерянный осколок Ахименидской империи, удивительным образом сохранивший обычаи и порядки погибшего царства. Правители Фратараки считали себя хранителями ахименидских огней и традиций. Этому способствовал тщательно обустроенный ландшафт Персиды и ее относительно изолированное географическое положение. Плодородная долина центрального Ирана, зажатая между высоких гор Загрос, колыбель иранской цивилизации. Здесь в незапамятной древности возникли укрепленные города, вытянувшиеся вдоль торговых путей, соединявших Центральную Азию с Месопотамией. Одна из величайших твердынь древности, эламский Аншан, возник в предгорьях Загроса за 4000 лет до нашей эры. Здесь же лежали церемониальные символические центры глобальной империи ахименидов, воплощенное величие имперской цивилизации, роскошные дворцы в столице Кира Великого в Пасаргадах и целый сакральный мир, построенный Дарием в Персеполе. Ведь это не просто дворцы, это модели Вселенной, священные центры империи, призванные показать ее мощь и силу всем покоренным народам. Подпорная стена Великого двора в Персеполе была отполирована до ослепительного блеска и поражала всякого, кто приближался к утопающему в зелени садов дворцу. Это визуализация персидского идеала мироздания с символом царской власти, залом для аудиенций. Путь к залу приемов, куда прибывали бесчисленные делегации, тщательно рассчитанный нарратив, сопровождающийся пестро раскрашенными рельефами и раскрывающий перед посетителями чудеса резиденции шаг за шагом. Строительство дворца – это строительство космоса. Например, в соседнем Эламе, древнем и славном городе Сузы, Дарий строит один из своих дворцов и в хвалебных религиозных текстах подчеркивает сакральный характер созидания дворца. В Сузах было задумано великое чудо, и свершилось великое чудо. При этом он использует слово «фрашокерети» – «великое чудо», слово из зороастрийского лексикона, преображение мира, приближающее событие окончательного спасения, приход спасителя Саушьянта.
Подобно тому, как праведная молитва очищает мир, так и задуманное и свершенное царем чудо строительства дворца воспроизводило идеальную модель мироздания. Недаром во многие языки мира попало слово «парадис» от староперсидского «паридаэза» – огражденное место, гармоничный упорядоченный царской волей и замыслом космос, огражденный от окружающего мира неприступной стеной. Греческие наемники и путешественники полагали дворцы персидских наместников в Малой Азии странной и варварской причудой. Густые заросли экзотических растений, геометрически выверенные каналы, разделяющие сад на 7 частей, подобно тому, как подлунный мир считался разделенным на 7 частей Каршваров, эти метафоры были грекам непонятны. Ксенофонт, описывая парадиз наместника Доскилея за 40 лет до похода Александра, заключает: «Сатрап живет в лесу». Потому разрушение Персеполя Александром в 330 году до нашей эры, якобы в отместку за сожжение Афин Ксерксом, носило космологический характер. Было уничтожено благое творение, чудо, весь подлунный мир в миниатюре, и вместе с ним символ и воплощение царской власти. Великолепный дворец обратился в руины, но некогда цветущие города Персиды не исчезли. Они лишь ушли в тень, став на долгое время периферией эллинистического мира. Наступают так называемые «темные века Персии», один из наиболее загадочных периодов в иранской истории. Отрывочные сведения из античных источников и фрагментарные археологические находки помогают немного развеять покров тьмы и исторического забвения. Назначенный Александром наместник Персиды Певкет выделялся среди прочих ставленников завоевателя своим лояльным отношением к новым подданным. Он носил персидское платье и разговаривал на персидском языке, в то время как большинство же соратников македонского царя общалось с подданными подчеркнуто по-гречески. Он проводил пиры и церемонии на руинах дворца, на роскошных террасах дворца Дария и Ксеркса. Более неожиданным свидетельством эллинистического влияния является это святилище, построенное при жизни Певкеста под террасой дворца. Там расположился храм синкретических богов. Археологические раскопки выявили основания для статуй божеств с греческими посвящениями – Зевсу Мегистосу, Афине, Гелиосу, в которых несложно угадать троицу самых почитаемых богов Персиды – Ахура-Мазду, Ардвисуру Анахиту и Митру. Впрочем, этот храм просуществовал недолго. Нигде в царстве селевкидов эллинизация не была столь поверхностна, как в этом регионе. Одна из немногих греческих колоний, Антиохия в Персиде, располагалась на берегу Персидского залива, недалеко от современного Бушира. Этот крошечный полис в море ираноязычных народов исчез бы без вести, если бы не надписи в 3500 километрах к западу, в Магнесии на Меандре, современная Маниса в Турции. В посвятительной надписи рассказывается чудесная история, как покровительница города Артемида Левкофрина, белобровая, явилась городской жрицей и повелела провести всеазиатские игры наподобие олимпийских в отдаленном полисе на берегу Персидского залива. Пораженная чудом делегация отправилась в метрополию, откуда происходили их предки, рассказать о случившемся и позвать еще партию колонистов для укрепления полисных порядков. Примечательно, что это, вероятно, была последняя партия колонистов, отправившихся из Ионии в Персию. Бурные события последующих десятилетий оборвали поток переселенцев, тянувшийся со времен Александра. Однако о независимых династиях мы ничего не слышим вплоть до последнего десятилетия Антиоха III, то есть до 180-х годов до нашей эры. Тогда появляются подчиненные македонским правителям фратараки. Титул происходит от староперсидского слова «фратара» – «предводительствовать». Это один из древних титулов Ахеменидской империи, изначально обозначавший гарнизонного командира или незначительного наместника, но в новую эпоху этот титул обрастает новыми коннотациями. Монетный двор в Персеполисе, до этого чеканивший стандартные селевкидские драхмы, начинает выпускать потрясающе детализированные изображения наместников Персиды с арамейской легендой «Наместник богов». Но кому посвящали свое служение фратараки, остается загадкой, поскольку арамеограмма, сочетание 3 символов на их монетах, может быть прочитана и как Яздан, то есть боги, входившие в пантеон маздеизма, и как Байдан, богоподобные цари ахеменидов и селевкидов. Учитывая то, каким почетом пользовались изваяния и изображения ахеменидского периода, в определенный момент фратараки могли стать жрецами заупокойного культа древних царей. Даже персидский язык постепенно стал изменяться. Имя первого известного фратарака – Артахшир, переходная форма между Артахшаса, Артаксеркс и среднеперсидским Ардашир. На своих монетах он изображен в традиционном головном уборе ахеменидских сатрапов, стоящим перед запертыми дверьми. Высказывались различные предположения, что это может быть храм огня или же царская усыпальница.
пользу последнего говорит интересная деталь. Царский стяг, дравш-экавиане, знамя кавиев, священный символ иранской государственности, и это одно из самых ранних сохранившихся его изображений. Примечательно, что в ахименидских источниках нет никаких упоминаний о знамени кавиев, но на протяжении многих веков после Фратарака Артахшира это знамя будет использоваться в качестве одного из важнейших символов царской власти. Древний авестийский миф рассказывает о чудовищном драконе, демоне Ажи-Дахаке или Захаке на новоперсидский лад, узурпировавшем иранский трон. Позднейшая парфянская пропаганда соотносила эту легенду с правлением селевкидов, хотя изначально миф, разумеется, был гораздо более древним. Это символ хтонических сил, вырвавшихся на свободу, образ, во многом вдохновлен встречей с вавилонской традицией. После того, как божественная слава Хварна покинула царя Йиму или Джамшида по-среднеперсидски, дух зла Ахриман послал своего лучшего помощника Аж-Дахаку захватить иранское царство. В Шахнаме рассказывается история ужасного превращения благовидного юноши в чудовище, но изначально, видимо, авестийские тексты менее иносказательны. Ажи означает змей, Даха – человек, подобно тому, как центральноазиатские племена дахов называли себя просто людьми. В Авесте упоминается его родина, некая земля Бабри, которая достаточно скоро стала соотноситься с Бабируш, персидским названием Вавилона. Считалось, что сам Ажи-Дахака колдовством совершал невероятные вещи, породил множество лжеучений, противоречащих маздеизму, и стоит у истоков магии, алхимии и оккультных знаний. В этой легенде можно услышать отголосок того удивления от встречи с иными цивилизациями – греко-македонской или месопотамской и популярных мифов, окутавших величественные руины Вавилона. Долгое время различные тайные науки, прорицания и колдовство будут ассоциироваться с наследием Ажи-Дахаки, хтонических сил, скрытых в недрах гор, усилиями которых можно менять мироздание. Среднеперсидская традиция, дополняя Авесту, гласит, что восстание против тиранического змея поднял некий кузнец Каве, превративший свой фартук в знамя. Восставших возглавил герой Траэтауна или Феридун, авестийский благой царь, заполучивший царскую Хварну, и именно благодаря ее присутствию он смог сокрушить дракона. Примечательно, что Траэтауна или Траэтауна не убил Ажи-Дахаку, получив оракул о том, что каждая отрубленная часть его тела породит мириады хравстра, нечистых существ, и смерть его будет означать победу зла во всем мире. Вместо этого он заточил дракона в склонах горы Демавент, действующего вулкана на севере Ирана, где Ажи-Дахаку поставлены охранять бесчисленные армии фраваши, душ праведников. Впрочем, зороастрийская эсхатология, безусловно, заслуживает отдельного подробного рассказа. Вернемся к знамени Кавиев. Этот штандарт обозначал восстановление порядка, победу сил гармонии и добра над вторгнувшимися иноземными чуждыми силами, и появление его на монетах Ардашира – своеобразное политическое заявление. Над ним же витает Фравахар, персонификация Фраваши души праведника, или же Атара, воплощение видимого и невидимого огня. В древнейших частях Авесты Атар одновременно божество и манифестация божественной природы, очищающая мир. Кроме того, Атар – один из победителей Ажи-Дахаки в древнейшей версии мифа о змее-царе. Один из последующих правителей фратарахов, Вахбарс, пошел еще дальше. Полиен рассказывает историю о том, как незадолго до восточного похода Антиоха IV Вахбарс устроил резню греческих колонистов. Заподозрив, что военные поселенцы ему не лояльны, он приказал расселить 3000 эллинов по отдаленным горным селениям, где в одночасье по приказу сатрапа их перебили местные жители. Вероятно, это событие он запечатлел на своих монетах, где персидский воин в подчеркнутой ритуальной одежде, уже в царской тиаре, взятой из изображений Персеполя, убивает воина в греко-македонских доспехах. Именно после этой акции фратараки становятся де-факто независимыми и лишь номинально подчиняются Митридату I и Фраату II. Сохранились свидетельства о походе, организованном Фраатом около 132 года до нашей эры в Персиду. Вместо мятежного правителя Ватфрадата II, поддержавшего в свое время поход Деметрия, был назначен новый правитель древнеперсидских земель – Дараян, или по-парфянски Дарав. Громким именем, являющимся искажением древнеперсидского Дарая-Вахуш, Дарий, новый правитель подчеркивал свою связь с великими монархами прошлого и при этом божественную природу своей власти. Полумесяц рога поверх сатрапского головного убора на его монетах – элемент древней иконографии, уходящей корнями в традиции Месопотамии, символ лунного бога Сина и божественной власти, дарованной Белом Мардуком, и намек на знаменитый рогатый шлем Кира
или Куруша Великого. Этот символ охотно использовался как ахименидами, так и сменившими их эллинистическими монархами и был воплощен на монетах Дараяна. Однако, несмотря на грозный символизм и манифестацию божественности своей власти, Дараян– первый из царей Персиды, кто принял смиренный титул шаха, признав власть Фраата II. Он перенесет столицу Персиды в неприступную крепость Стахр, неподалеку от Персеполя, где династия персидских шахов, которую академическая традиция вслед за Дараяном называет Дараянидами, будет править плодородными долинами Персиды на протяжении более чем 3 веков. Из боковой ветви владык Стахра произойдет блистательная династия сасанидов, но об этом в свое время. Пока важно помнить, что уникальная государственная система Парфянского царства предполагала существование разной степени независимых династий. Признание титула шаха означало с одной стороны верность верховному царю, а с другой – гарантию невмешательства во внутренние дела шахства со стороны центрального правительства. Вся дальнейшая история аршакидов будет состоять из противостояния различных коалиций великих домов, шахских династий и местных царей, то поддерживающих дом Аршака, то оппозиционных к нему. И в этом парфянская династия следовала селевкидской модели. Провозглашая себя защитниками гражданских свобод, правящий дом гарантировал сохранение прежнего образа жизни и правления. За высокими горами Загроса, в долинах рек Карун и Керхе, на юго-западе от Персиды лежал древний Элам, колыбель цивилизации, которая могла сравниться по древности с цивилизациями Междуречья. Несмотря на то, что строгая эламская клинопись продолжала использоваться до последних лет ахименидской эпохи, об эламитах после Александра Македонского определенных сведений нет. К сожалению, о языке и культуре этого богатого региона практически не сохранилось сведений, но, подобно своим северным соседям, они также были враждебны колонизации и неохотно взаимодействовали с иноземными правителями. Меткие лучники Эламы, восседавшие на спинах боевых верблюдов, нанимались селевкидами для походов на Элладу. Их экзотический вид и непонятный язык вызывали удивление даже на фоне разноплеменного и пестрого воинства сирийских царей. Владея обширными долинами и горными крепостями, начиная с последних лет Антиоха III, они регулярно совершали набеги на греческие полисы, самым блистательным из которых были Сузы. Сузы были основаны в третьем тысячелетии до нашей эры и стали одним из важнейших городов ахименидской державы, но после Александра Македонского довольно быстро сделались крупнейшим центром греческой колонизации. Новый город, выросший поверх лабиринта древних улиц, получил название Селевкии на Эвлее. Археологические раскопки изменили наше представление об этом регионе, который, как и большинство провинций будущей Парфянской империи, западные источники обходят вниманием. Сузы времен Фрата– цветущий эллинистический мегаполис с театром, агорой, храмами греческих богов, застроенный типично греческими домами со строгой планировкой улиц, прорубленных поверх хаотической застройки древнего города. Единственное, что осталось от древних Суз– колоссальный храм богини Нанаи, сохранивший эламитское название Эшахулла – дом радостного сердца. По одной из версий, во время противостояния с городами Междуречья древние эламиты похитили статую богини Нанаи из одного из шумерских городов, но богине столь полюбились высокогорные долины Сузианы, что она пожелала остаться там. В эллинистический период храм был расширен и украшен уже на греческий лад. Здесь же зачитывались царские указы, собирался городской совет, сюда направлялись манумиссии, документы об освобождении рабов, и добросердечная богиня была гарантом исполнения освободительной клятвы. Эти документы сохранились. Примечательно, что в большинство рабов носили эламские, арамейские или персидские имена. В некоторых документах из архива храма Нанаи говорится о том, что совет города одаривает носителей иранских и вавилонских имен именами греческими и дарует им гражданство за определенные заслуги. К сожалению, неизвестно за какие. Но тон повествования и необходимость увековечить это в мраморе подчеркивает исключительность таких случаев. Здесь, в Сузах, в мастерских производились утонченные скульптуры, и в дальнейшем, когда парфянская аристократия утратит доступ к произведениям из Антиохии и Александрии, именно мастера из Суз будут выполнять сложнейшие скульптурные заказы. Здесь сочинялись стихи на элегантном греческом, и для обращения к гражданам города парфянские цари вынуждены были нанимать поэтов, перелагавших сухой канцеляризм царских повелений рафинированным гекзаметром. Фрат гарантировал свободу и неприкосновенность полисному укладу. В город был назначен некий друг царя, присутствовавший на собраниях граждан полиса и следивший за тем, чтобы эта воля соответствовала политике аршакидского владыки.
Известно имя стратега Арениида, принимавшего Фраата и последовавшего дружескому совету самодержца расчистить старые каналы вокруг города. Но это не помогло надолго установить порядок в провинции, раздираемой конфликтом между греческими колонистами и местным населением. Поставленный парфянами правитель Элемаиды Кимнаскир вызвал недовольство у эламитов, и лишь карательный поход Фраата на время замирил эту провинцию. В дальнейшем Элемаида будет управляться династией Кимнаскира на протяжении нескольких веков, точно так же, как и соседняя Персия. Относительная независимость от центра сформирует особый уклад и особую цивилизацию, которая, как и прочее шахство, будет уничтожена во времена Ардашира I, основателя Сасанидской империи. Наконец, замерив юг Ирана, Фраат направился в Вавилон. Его прибытие и переговоры с городской верхушкой упоминают исправно фиксирующие каждое событие клинописные хроники. Существовавший как теократический город-государство при селевкидах, Вавилон управлялся Шатаммо, первосвященником главного храма города, Великой Эсагилы, посвященной богу Белу Мардуку, дому высоко поднятой головы, в чем ему помогал Киништу, храмовый совет жрецов. Провозглашая свою идеологию, селевкидские цари настаивали на том, что царская власть – охранитель всех свобод, и одной из основополагающих свобод огромной империи была возможность жить, сохраняя старый уклад. По всей Селевкидской империи существовало несколько подобных теократий. Самый известный и хорошо представленный в источниках был, конечно, Иерусалим до Антиоха IV. Таким образом, Вавилону греко-македонские династы позволили жить прежним образом жизни, и наследники древнего города упорно делали вид, что ничего вокруг не происходит. Подобно тому, как и за 1000 лет до этого велись клинописные хроники, храмовые астрономы, поднимаясь на зиккураты, каждый день делали записи небесных явлений и земных событий, но акцент этих хроник особый. Например, в 301 году до нашей эры, когда произошла крупнейшая битва при Ипсе и на кону была судьба всего Ближнего Востока, городская хроника Вавилона была обеспокоена поиском 3 мастеровых для ремонта врат храма, подорожанием фиников на рынках и особо крупными обломками, упавшими с одного из зиккуратов. Такими были проблемы погружающегося в безвременье города. При последующих селевкидских царях в городе появляется община эллинских колонистов, а с ними приходят и новые реалии и порядки, игнорировать которые было невозможно. Не все эллинские должности и слова можно было адекватно перевести на выверенный язык клинописных хроник. Так появляется Бит-Тамарти, дом наблюдения, театр, где собирались пулиты, от греческого «полит» – гражданин, видимо, обозначение греческих колонистов в Вавилоне, появившихся там в правлении Антиоха III. В Бит-Тамарти ставились произведения греческих авторов и зачитывались царские указы. Фактически театр играл роль агоры. Роскошный дворец ахеменидских сатрапов, возведенный поверх нововавилонских строений, служил крепостью, в которой размещался греческий гарнизон и наемники, представлявшие царскую власть. Во время междоусобиц в Селевкидской империи клинописные хроники регулярно упоминают стычки, происходившие во дворце. Войны греков мало занимали Бахилайя, граждан Вавилона. В Палестре, примыкавшей к театру, проводилось воспитание греческой молодежи. Сохранились дарственные списки гимнасиарху, главе Палестры, и списки победителей спортивных состязаний, записанных по-гречески, но на глиняных табличках на вавилонский лад. Удивительно, что примерно в это же время среди песцов Эсагилы составляли сохранившуюся копию эпоса о Гильгамеше, датированную правлением Антиоха IV, произведение из совершенно иной реальности и исторической эпохи. Казалось, существующие в разных вселенных граждане Вавилона и греческие колонисты практически не пересекались. В Эсагилу, ставшую хранилищем знаний, накопленных за несколько тысяч лет вавилонской цивилизации, доступ чужеземцам был закрыт. Но существовали и исключения, самое наглядное из которых – Берос, о котором заходила речь в беседе о митраизме, автор пространного трактата «Вавилоника», посвященного тщательному изложению месопотамской истории для греческого читателя. Несмотря на то, что Вавилоника сейчас утрачена, оригинал ее сгорел в пожаре Александрийской библиотеки, кропотливый труд текстологов, филологов и археологов позволил частично восстановить некоторые фрагменты, столь очаровавшие греко-римский мир загадочным восточным стилем и повествованием о событиях, древность которых превосходила всякое понимание эллинистического обывателя. Еще одно важное нововведение, приписываемое Беросу – идея о том, что мир конечен, вся история устремлена от начала к концу, и, руководствуясь особыми астрономическими вычислениями, можно этот конец света предсказать. Невероятно пессимистический взгляд для античного мира, следующий устойчивой традиции месопотамских оракулов о судьбах Вселенной.
Тем не менее, эта граница смыслов, принципиальная разница в восприятии мира не была непреодолимой. Греческие философы, по-видимому, знакомые с обрывками вавилонской традиции еще в Малой Азии, в досократическую эпоху, с любопытством воспринимали переводы и пересказы гимнов и мифов древнего Вавилона. Аристотель посылал своего внучатого племянника Калисфена в Вавилон с просьбой перевести ему халдейские астрономические тексты, а перипатетик Эвдем Родоский, по-видимому, познакомился с величайшим произведением вавилонской теологии – эпосом о творении Энума Элиш, включив ее в свою историю астрономии. Благодаря этим изложениям с творениями вавилонских богословов познакомились представители стоической философии, столь популярной в ближневосточных колониях эллинов. Постоянно встречающийся термин «кибиту» – слово, речение, божественное повеление и неизменный порядок, поддерживающий гармонию во Вселенной поскольку он универсален. Этот термин столь близок к логосу стоиков, как к глобальному первопринципу, упорядочивающему Вселенную, что эта близость не могла оставить равнодушными просвещенных греческих комментаторов. Логос стоиков пронизывает мироздание и воплощается в каждом отдельном существе. Он не дает распасться мирозданию, поскольку он – всеобщность. Вечен космос со своим вечным говорением, вечная человеческая душа, бесконечно малая и бесконечно великая равны, Аид и Дионис равны, как учил еще до стоиков Гераклит, и как любили повторять сами обитатели пестрой стои в Афинах. Добро и зло – суть одно, логос в нас и логос космоса совпадают, необходимо лишь прислушаться. Он – единственный критерий истинности, он учит искусствам и ремеслам, делать все полезное и нужное, ведь он прекрасен. Мир движется и течет, он переливается благодаря логосу. Противоположности – жизнь, смерть, небо и земля, влажное и горячее – это все журчание, похожее на журчание источника, и в этом увязывании воедино красота и гармония космоса. Именно увязывание, здесь вновь не обойтись без месопотамских параллелей. Один из атрибутов Мардука, как верховного бога вавилонской космологии, была Маркашу, дословно веревка, упряжь, связывающая все части Вселенной и конец которой в руках у Мардука. Одну из веревок Мардук вплел в хвост Тиамат, хаоса, сетью других опоясал Вселенную. Он вершит судьбы каждого человека и каждого живого существа своим словом, кибиту, и его воплощением, упряжью Маркашу. Логос стоиков не только дает существование явлениям, он неотделим от материи или сотворенной реальности. Таким образом, логос – нить непрерывности во Вселенной, подобно тому, как космогонические связи упорядоченным, гармоническим образом удерживают воедино месопотамскую Вселенную. В любом случае, разорвать космические узы или перерезать нить логоса значит вызвать хаос. С другой стороны, творению предшествует усурту – божественный замысел, рисунок, идеальная проекция, воплощающаяся в мире посредством кибиту слова. В первозамысле божеств, побеждающих хаос, в их усурту предсуществует весь мир, являющийся лишь реализацией, копией, идея, созвучная платонизму с его миром идей. Так, в ситуации цивилизационного непонимания точкой соприкосновения неожиданно оказалась теология и философия, что, безусловно, скажется на последующей истории мысли в Месопотамии. Во второй половине парфянского периода мы встретимся с удивительными сочетаниями вавилонской религии, иудейской апокалиптики, зороастрийской мифологии и греческой философии. Впрочем, встреча цивилизаций воплощалась и в наглядных символах греко-месопотамской пропаганды. Например, это творение Эвтихида Сикионского, заказанное Селевком Никатором, статуя богини Тихи, удачи города, покровительница династии Селевкидов, попирающая хаос, выныривающий из вод, вероятно, Аронта. Это своеобразное прочтение известного в Месопотамии сюжета. Хаос месопотамской теогонии – это Тиамат, океан, мать богов, которая была побеждена Мардуком. В Антиохии у известного ближневосточного сюжета пол меняется местами в соответствии с местными условиями. Аронт – мужчина, городская фортуна – женщина. Используя этот сюжет и вдохновляясь статуей Эвтихида, адепты сирийских мистериальных культов уже в римское время, поклоняясь Белу Вавилонскому и празднуя победу Бел-Мардука над хаосом, будут изображать его в этом же стиле, подчеркивая, что пол божества – одна из черт его изменчивой и, следовательно, всеохватной божественной природы. Вавилон постепенно ветшал. Даже великий зиккурат Эсагилы, один из символов города, несмотря на постоянные ремонты, постепенно обрушивался. В клинописных хрониках содержится свидетельство того, как его величественные руины в правлении Антиоха II расчищали слоны, присланные сатрапом Бактрии.
Курганы обломков, образовавшихся на окраине города, еще долгое время будоражили воображение прибывающих в город иностранцев. Считалось, по аналогии с египетскими пирамидами, что они скрывают вход в гробницу бога Бела, о чем, например, рассказывает Элиан в «Пестрых рассказах». По другой версии, видимо сочиненной местными греками, под ними находилось место смерти Александра Македонского. Сюда спустя 4 века придет почтить память великого завоевателя император Троян. Более того, достаточно быстро забыв происхождение этих руин и поверив в легенду о могиле бога, жители Месопотамии много веков верили в то, что занесенные песком обломки – остатки дворца некого мудрого божественного правителя, первого Ирмиса, то есть Гермеса, и к величественным обломкам прошлого в поисках вдохновения и древних секретов прибывали мистики, алхимики и искатели сокровищ из выросшего неподалеку Багдада. В Вавилоне же Фрат встретился с Геспаозином, наместником земли Мешан, Южной Месопотамии. Вавилонские хроники описывают плачевное состояние обороны Вавилона от эламитских набегов. Один из мятежников, с которым воевал Фраат близ Сус, прорвался в незащищенную Месопотамию, вызвав там панику и смятение. Понимая чрезвычайность происходящего, стратег Вавилона объявил набор в войско жителей окрестных городов и деревень. Согласно древнему правилу, сами вавилоняне были освобождены от призыва в царские войска особыми грамотами, которые регулярно подтверждали ассирийские, персидские и македонские цари. Поэтому в случае большой опасности ополчение набиралось в окрестных деревнях, крестьяне в которых не горели желанием защищать Вавилон. Даже против небольшого войска иламских грабителей такое ополчение было бесполезно, оно разбежалось, похоже, так и не дойдя до поля боя. Тогда на сцене появляется Геспаозин, которого хроника называет спасителем города. Он разбил эламитов и, соединившись с парфянским гарнизоном, перебил большую часть их войска, отправив выживших рабами к царю. Геспаозин, несмотря на иранское имя, выделялся среди правителей вассальных шахств. Он был гладко выбрит, говорил по-гречески, носил эллинские одежды и поклонялся богам-олимпийцам. Его столицей был город Спасиу-Харакс, в честь которого все царство античная география называла Харакеной. Долгое время местонахождение этого города было неизвестно, и лишь в 2016 году начались систематические раскопки города Геспаозина. Город был основан Александром на месте древнего шумерского поселения. Город был разделен на две части. В одной поселились арамеи и арабы, поддерживающие связи с другими арамейскими государствами. Очень скоро там возникли торговые фактории набатеев и выходцев из Пальмиры. Великая караванная торговля начиналась у ворот Спасиу-Харакса, называвшаяся по-арамейски просто Карка – крепость. Из Спасиу-Харакса происходил образованный на греческий лад Исидор Харакский, автор многочисленных трактатов по истории, географии и культуре Парфии, Аравии и Индии. К сожалению, сохранился лишь его небольшой географический труд «Парфянские стоянки», шпаргалка для путешествия по Парфянской империи, описывающая дороги и провинции от Междуречья до Индии. Прочие его работы утеряны, лишь отдельные отрывки сохранились в качестве цитат у античных историков. Исидор происходил из Пеллы, отдельной части города, построенной на берегу Тигра и названной в честь македонской столицы. Там располагался греческий гарнизон и жили семьи военных поселенцев. Очевидно, что город был возведен для того, чтобы контролировать торговые пути из Индии в Месопотамию, существовавшие еще со времен Бронзового века. Однако выбранное Александром место оказалось неудачным. Тигр постоянно затапливал новый город. Его укрепления обрушивались в реку, необходимо было непрерывно подновлять сложную систему каналов и водоотводов. Кроме того, Великая река выносила очень много песка, засыпая гавань порта. Ситуацию кардинально решил Геспаозин, построив несколько насыпей, защищавших город от приливов. В защищенную гавань прибывали караваны из Аравии, Африки и Индии. Геспаозин первым попытался захватить контроль над всей торговлей Персидского залива и шире Индийского океана. Его гарнизоны, состоявшие из греков и вавилонян, разместились на многочисленных островах. Из всех островов царства Геспаозина лучше всего изучен остров, называвшийся греческими колонистами Икария или Дильмун на вавилонский лад. Это остров Файлака в современном Кувейте. С одной стороны, греческое название острова связано с мифическим Икаром, с другой является искаженным названием Кара, главного храма Набу и Нанаи, возвышавшегося в центре острова с древневавилонских времен. Греки основали здесь храм и оракул Артемиды Таврополос, кровожадной богини. Быки, посвященные богине Нанаи, теперь стали считаться священными и неприкасаемыми животными Артемиды.
Особый культ богини, принесенный поселенцами из Пелопоннеса и, очевидно, смешанный с семитскими традициями, предполагал ритуальное пролитие крови перед статуей богини. Только кровавая дань могла обезопасить путешествие в счастливую Аравию и Индию. Караваны судов из арабской Герры и индогреческих царств прибывали с жемчугом, специями и благовониями, и потому владыки Харакены вынуждены были содержать большой флот для защиты караванов. Остовы кораблей этого периода найдены у берегов Файлаки. Таким образом, к 131 году, через год после воцарения Фраата, в стране установилось шаткое равновесие, и парфянский царь замыслил раз и навсегда избавиться от опасного соперника на западе. Несмотря на ряд тяжелых поражений, селевкидская держава все еще владела богатыми городами Сирии и Леванта и могла консолидировать достаточно средств для борьбы с восточными завоевателями. Фраат планировал использовать против селевкидов пленного Деметрия, дважды пытавшегося сбежать. Отношения между почтенным пленником и новым царем все ухудшались, и планируемая кампания против остатков селевкидской державы все откладывалась. И этим решил воспользоваться Антиох VII Сидет, происходивший из города Сиде в Малой Азии, оттуда и прозвище. Он был родным братом пленного Деметрия. Благодаря решительным шагам по укреплению Селевкидской империи он был прозван Спасителем или даже последней надеждой династии. В источниках сохранились крайне противоречивые описания этого выдающегося монарха. С одной стороны, авторы признают его талант стратега и дипломата, а с другой порицают за невиданный размах пьянства и необузданной показной роскоши, казавшейся неуместной в гибнущей империи. Тем не менее, он смог замирить хасмонеев. Палестина, Финикия и Израиль все еще оставались горячей точкой Селевкидской империи. После продолжительной осады Иерусалима в 134 году до нашей эры Антиох VII получил в качестве трофея сокровища якобы из гробницы царя Давида и, что более важно, заручился поддержкой первосвященника Иоанна Геркана. Объединенная македонская армия вместе с отрядами наемников, финикийских и иудейских контингентов в 130 году до нашей эры двинулась на восток, перейдя парфянскую границу. Здесь примечателен еще один момент. Пиры, распитие вина и дионисийские игры сделались последним средством наглядной пропаганды селевкидского двора. Мы с удивлением читаем, как, продвигаясь за отступающими парфянами вглубь Месопотамии, Антиох регулярно устраивает попойки, в которых принимают участие прибывающие от различных греческих полисов Востока делегации, равно как и отколовшиеся от Фраата вассальные цари. С одной стороны, Антиох наследовал традиции Александра Македонского. Излюбленная история эллинистической эпохи, безусловно мифическая, о том, как Александр покорил целую страну, Карманию, не сходя с пиршественного ложа, повторяет подвиг Диониса. И в этом уподоблении Антиох хотел казаться похожим на великого завоевателя. С другой стороны, обильное распитие вина было частью важной традиции приведения к присяге, корни которой уходили еще в древнеперсидские времена. В пирах и религиозных торжествах Антиох Сидет пытался показать своим новым подданным блеск и величие державы, и ничто не должно было препятствовать торжественному церемониалу. Поход Антиоха, описанный современниками, поражает помпезностью и нелепостью. Большая часть сирийского военного лагеря состояла из поваров, танцовщиц, музыкантов и пекарей. Разряженные в роскошные золоченые доспехи, солдаты якобы даже заклепки в обувь вставляли из драгоценного металла, а большую часть обоза вместо осадных орудий и военного снаряжения занимала драгоценная посуда для пиров, шатры для царской охоты и даже огромная золоченая ванна самого царя. Эта странная роскошь должна была привлечь внимание богини Тихи, и чтобы почтить слепую удачу, отъезд на войну устраивался как победное торжество. Вероятно, время для вторжения Антиоху подсказали многочисленные перебежчики из парфянского лагеря, знавшие о том, что над восточными рубежами империи Фраата сгущаются тучи. Племена саков вплотную подошли к границам и совершили несколько дерзких набегов вглубь страны. Царь с немногочисленным войском, состоявшим из представителей парфянской аристократии, находился в центральном Иране. С другой стороны, желая угодить родственникам по материнской линии, а с другой обезопасить свою столицу, он перенес царскую резиденцию из Нисы в Экбатану, в Мидию. Ниса очень долгое время оставалась ритуальной столицей Парфянского царства, где находились священные захоронения основателей династии, но политический центр империи постепенно смещался на запад. В определенный момент события обрели катастрофический для Фраата оборот. В нескольких сражениях Антиох разгромил парфянских полководцев в Вавилонии. В Селевкии на Тигре, эллинистическом мегаполисе, вспыхнуло восстание греков,
разъяренная толпа убила парфянского наместника. Немногочисленная армия Индата, одного из доверенных лиц парфянского царя, отступила в горы Загрос, пытаясь заманить Антиоха в труднодоступное горное ущелье, но была разбита в генеральном сражении. Примечательно, что на поле боя по приказу царя возвели трофей – символическое закрепление покоренных территорий. Вероятно, на этом месте Антиох планировал возвести монумент, увековечивающий его свершение. В этот момент власть Фрата висела на волоске. С одной стороны были саки, с другой – победоносный Антиох, направивший свои армии вглубь парфянских владений. Многочисленные замеренные династы, по-видимому, полагая эпоху парфянского владычества оконченной, присягали торжествующему селевкидскому монарху. Армий у Фрата больше не оставалось. Все они полегли в сражениях в Месопотамии, и Аршакиду пришлось отступить из Мидии в Герканию и там готовиться к решительному сражению. Но Антиох никуда не спешил. Он проводил время в пирах и охотах и расквартировал свою армию в городах Мидии на зиму, обязав местных жителей снабжать солдат всем необходимым. Вероятно, он был уверен в том, что окончательно сокрушил Фрата и не опасался никаких угроз со стороны парфян. Прибывшим от парфянского царя гонцам он молвил свое решение: мир возможен лишь при условии, что Парфия вернет все завоеванные земли, станет вассальным царством, как во времена Антиоха III, и будет платить непомерную дань. Естественно, это предложение было отвергнуто, о возврате к былому не могло быть и речи. Прекрасно осознавая свое отчаянное положение, Фрат решил действовать сразу в нескольких направлениях. Он отправил гонцов к сакам, нанимая их на царскую службу для войны с селевкидами. Примечательно, что в договоре с ними сквозит известный мотив, который мы регулярно встречаем при найме степных отрядов на службу ближневосточным монархам со времен Ассирийского царства. Сверх условленной платы все награбленные трофеи должны были достаться сакам. В это же время из Геркании в Мидию и Персию направились царские агенты, подбивая местных жителей на восстание. Расквартированные по многочисленным городам на огромной территории от Северной Мидии до Месопотамии, наемники Антиоха пьянствовали, грабили местное население и всеми возможными способами провоцировали открытый конфликт, полагая, что восточные подданные будут безропотно переносить своих новых завоевателей. История предыдущего восточного похода, по-видимому, ничему не научила селевкидских воителей. Наконец, последней надеждой Фрата был пленный Деметрий, которого с небольшим отрядом царь отправил в Сирию, планируя разжечь гражданскую войну в самом тылу своего неприятеля. Весной 129 года до нашей эры вспыхнули восстания по всему Ирану. Подогреваемые царскими провокаторами, горожане ополчились против наемников Антиоха, и в критический момент Фрат с армией, состоящей из тяжелой конницы, напал на царское войско. Антиох не смог собрать свои войска, рассредоточенные на огромной территории и отвлекаемые постоянными стычками с местным населением. Парфянская армия застала селевкидов на переходе близ Экбатан. Повторялась история всех предыдущих войн, когда решительный удар латной конницы оказался роковым. Катафракты Фрата опрокинули сирийскую пехоту и захватили царский обоз. Селевкидский царь Богоравный погиб в битве. Античные источники уверяют, что перед смертью он сокрушался, будто в его шатре свили гнездо белые ласточки, известный символ приближающейся трагедии в античном мире. Любитель велеречивой словесности Поседоний приводит речь Фрата над поверженным врагом. «Твоя дерзость и пьянство, Антиох, стали причиной твоего падения, ибо вы рассчитывали испить царство Аршака из огромных чаш». Как тут не вспомнить бехистонского Геракла, застывшего навек с недопитой чашей во славу селевкидской династии? Несмотря на глумливый тон, Фрат оказал поверженному врагу царские почести. Его тело он отправил в Сирию в серебряном саркофаге и распорядился захоронить в роскошной усыпальнице близ родового святилища в Дафне. Огромное число пленников, Апиан говорит о 300 тысячах, что, конечно, раз в 10 превышает реальное число, было принято в царскую армию. Так парфяне обзавелись македонской пехотой. Сестра Антиоха, Стратоника, стала любимой царской женой, а ее сын Селевк – почетным заложником при парфянском дворе. Это было сокрушительное поражение, фактически уничтожившее селевкидскую державу. Чуть больше полувека ее величие будет угасать в роскошных дворцах Сирии, а сменяющие друг друга монархи не будут более помышлять о восстановлении былого могущества. В Вавилон Фрат назначил наместником некого Гимера, известного в вавилонских хрониках как Имеруссу, доверив ему правление западной частью страны и поручив навести порядок среди городов и провинций, поддержавших Антиоха. В античной литературе Гимер предстал как воплощение жестокости и тирании. Он огнем и мечом прошелся по Месопотамии, разорив, например, агору Вавилона. Впоследствии почти полвека греческий театр будет лежать в руинах. В этот момент Фрат попытался исправить свои ошибки, послал отряд на перехват Деметрия, покинувшего к тому времени земли Парфии, но неудачно. В третий раз самодержцу удалось бежать.
После 10 лет плена он, наконец, сумел вернуться домой. Но гораздо более опасными оказались разногласия Фрата с сакскими наемниками. Набранные для войны с селевкидами, они прибыли в Мидию уже после поражения Антиоха и начали требовать трофеев и выплат, положенных по договору. Получив отказ, принялись грабить восточные провинции Парфии. Миром решить разногласия не получилось. Из долин павшей Грекобактрии, из Сагдиана, из севера Хорезма обрушились на Парфию многочисленные отряды саков, а вернее особо их ветви, известные как Сака-Раука. В октябре 127 года до нашей эры в генеральном сражении между парфянами и саками Фрат выставил против степной конницы греческих наемников, пленных воинов Антиоха и контингенты греческих пользу в Месопотамии, присланных Гимером. Вероятно, Фрату удалось остановить сакское вторжение. Юстин упоминает о контрнаступлении парфян. Кроме того, нагруженные богатой добычей, саки старались поскорее уйти в степь, избежав генерального сражения, рассчитывая на подкрепление к северу от парфянских рубежей. Разнородная и разноплеменная армия Фрата была гораздо более медлительной, поэтому и лишилась главного преимущества степных баталий – маневренности. Растянувшись во время перехода, воинство Фрата сделалось уязвимым для внезапной атаки, в точности, как и войско Антиоха 2 годами ранее. Греческие наемники, наученные горьким опытом войны с парфянами, увидев, что отряды Фрата окружают конные лучники саков, по-видимому, раньше всех поняли, что дело принимает катастрофический оборот. Вероятно, притворным отступлением Фрат планировал заманить сакскую конницу на копья греческой фаланги и ударить с флангов, но греческие наемники, обнаружив себя окруженными, внезапно перешли на сторону саков, ударив с фланга по парфянским отрядам. Это было ошеломительное поражение. Фрат погиб в бою, а восточные провинции его страны погрузились в хаос. В этом случае примечательно то, что саки смогли найти общий язык с греческими воинами. И это неудивительно, поскольку эллинский стиль был распространен среди высшей аристократии кочевников, пришедших из Бактрии. Судя по всему, некоторая часть их говорила по-гречески и одевалась на греческий лад. Эта важность приобщения к греческому стилю, по крайней мере к внешним формам, окажет большое влияние на эстетический канон Центральной Азии на несколько веков. Отряды греческих наемников поселились в захваченных саками городах Бактрии, некоторые из них воевали за новых повелителей. Это объясняет внезапное появление поздних монет и оружия, датируемых временами Антиоха VII в Центральной Азии, в период, когда все связи между Сирией и Бактрией оборвались. Узнав о смерти Фрата, в Харакене восстал Геспаузин. О его восстании красноречиво свидетельствуют астрономические дневники Эсагилы. На одной стороне клинописной таблички он упоминается как спаситель города от эламитов, а на другой уже как презренный мятежник, сражающийся с отрядами царя. В 127 году до нашей эры, то есть сразу после смерти Фрата, он вторгся в Вавилонию и занял великий город. В этом противостоянии примечательно отношение вавилонских хроникеров. О воцарении Геспаузина говорится лишь в контексте спора в Эсагиле относительно того, кто из двух сыновей верховного астронома храма по имени Ити-Мардук-Балату займет место своего отца. И для решения этого спора была послана делегация к царю Аспасине. Борьба иноземных царей за обладание Вавилоном жителей Вечного города интересовала мало. Трон Фрата занял его дядя Артабан, попытавшийся восстановить империю в ее прежних границах. Во-первых, по-видимому, большой данью, следы которой мы находим в сакских становьях и курганах, он купил себе время, позволив сконцентрироваться на восстановлении парфянской власти в Месопотамии. Задача усложнялась еще тем, что почти вся аристократия полегла в битве с саками, и действовать приходилось небольшими отрядами. В Вавилоне его поддержал некто Тимарх, начальник дворцовой стражи, заточенный Геспаузином в тюрьму. Он же возглавил наступление царских войск на юг. Обладание Вавилонией позволяло раздобыть столь необходимые средства и наполнить пустую после выплаты дани казну. С другой стороны, армии Геспаузина разрезали Междуречье пополам. Без постоянных подвозов хлеба с юга, Вавилону и Селевкии на Тигре, города с суммарным населением в 300 тысяч человек, страдали от голода. К сожалению, вавилонские хроники лишь сухо констатируют возвращение парфянской власти и поход царского войска на юг. Зато царский городской совет Киништу очень волновало то, что некое арабское племя сумело проделать дырку в городских стенах близ ворот Забабы, и через эту дырку пришельцы проникали в город. Более того, события, происходившие в Аравии, вынудили некоторые племена подойти вплотную к городским стенам. Верховному жрецу Исагилы жаловались о том, что арабские разбойники постоянно требуют подарков у всякого, кто выходит за пределы городских стен, а тех, кто отказывается откупаться, жестоко избивают. Вместе с боевыми действиями на юге это усугубляло изоляцию города. Цены выросли, городская беднота собиралась на площадях. Как бывает в тревожные моменты, в городе объявился безымянный пророк, предрекавший скорый конец света и призывавший реформировать культ Мардука.
Через 2 года боевых действий в 125 году до нашей эры Харакена была побеждена. Геспаузин согласился платить парфянам дань. Он даже вернул в Вавилон некий деревянный стул Аршака, подаренный одним из парфянских царей храму бога Мардука. Вероятно, это был символ царской власти, присутствовавший на ежегодных празднованиях обновления мира, праздниках Акиту, и изображавший присутствие царя на торжествах и собраниях городского совета. Еще более сокрушительным и жестоким было вторжение парфян в Элимаиду, все это время поддерживающую Геспаузина. Прикрываясь местью за мятеж, Артабан приказал разграбить храм Нанаи, тот самый, который пытался ограбить Антиох IV перед смертью. Огромное храмовое хозяйство были разорены, золотые потоки хлынули в царскую казну. На долгое время правители Элимаиды сходят с исторической арены, чтобы периодически появляться вновь во время смут и междоусобиц в империи. Замерив Запад, Артабан наконец сосредоточился на решении главной проблемы – угрозе из степи. В 124 году до нашей эры он атаковал кочевников на востоке. Ко времени похода Артабана большая часть земель Восточного Ирана контролировалась саками, и наступление царя знаменовалось возвращением монетной чеканки в утерянные было города. Кроме того, Артабан одним из первых начинает использовать в своих монетах титул Филоэлин, друг греков. Этот ход был рассчитан на греков в Бактрии и восточных полисах, а также тех наемников, что предали Фрата. На их поддержку при наступлении в степь полагался парфянский владыка. Однако в генеральном сражении в Маргиане, неподалеку от Мерва, Артабан был ранен в руку отравленной стрелой и умер. Это был второй царь аршакидов подряд, погибший в войне с кочевниками. Одно из свидетельств отчаянного противостояния на Востоке происходит из Старой Нисы. Это фрагмент фрески из династического святилища, который изображает парфянского всадника, уклоняющегося от стрел. Скорее всего, эта фреска посвящена гибели Артабана. Последствия этого события были, пожалуй, еще более катастрофичными. В битве погибла почти вся парфянская аристократия, основа силы и мощи аршакидской державы. Монетная чеканка парфян исчезает практически из всех полисов и городов вплоть до самой Мидии. Страну могло спасти лишь чудо. О нескольких годах, последовавших после этого поражения, почти ничего не известно. Нет сведений даже о том, кто занимал царский престол. Есть небольшая серия монет царя, которого исследователи просто именуют Аршаком X. Единственное значимое событие эпохи безвластия – смерть Геспаузина в Харакене. Он умер в возрасте 85 лет, долголетие, поражавшее античных историков и романистов. За свою невероятно долгую жизнь Геспаузин успел трижды побыть наместником селевкидов, дважды парфян и единожды провозглашал себя царем. Его сын Аподак принял парфянское владычество, не помышляя уже о независимости. В 121 году до нашей эры к власти пришел Митридат II, которого еще при жизни иностранные послы и владыки соседних держав стали величать великим. Ему суждено было стать одним из самых ярких правителей Аршакидской империи. И, как и многие великие деятели в истории человечества, он воцарился в самый мрачный час для своей державы, когда само ее существование висело на волоске. Правящий дом контролировал лишь небольшую часть Месопотамии и север Мидии. В 121 году, в первый год своего правления, Митридат собрал все имеющиеся под его командованием войска, выведя гарнизоны из всех городов Месопотамии и Ирана для похода против кочевников из Центральной Азии. Сохранился клинописный пересказ пергаментного документа, зачитанного перед собранием граждан Вавилона в театре. Повеление, чтобы все войска из города пошли воевать против гутиев. Переписчик здесь использует подчеркнутый архаизм. В официальном вавилонском лексиконе гутии – это любые восточные варвары. Несмотря на то, что их правление и набеги на Вавилон окончились в 22 веке до нашей эры, то есть за 2000 лет до этих событий, имя их и все еще использовалось как нарицательное. Действовать в западном направлении было невозможно, пока новые волны номадов накатывались на восточные провинции Парфии. Видимо, Митридату удалось прогнать или разбить саков, занявших Маргиану. Торжественная серия монет, посвященных возвращению ее в состав Парфии, это одна из самых первых серий в долгом правлении этого царя. Еще один царский указ был зачитан в Вавилоне, на сей раз военная сводка, описывавшая некое великое избиение, которое учинил царь в далекой восточной стране в отместку за смерть предыдущих владык. Детали нам неизвестны, но на кону была репутация всей правящей династии, поэтому Митридат действовал решительно и жестоко. Во время этого похода на историческую сцену выходит значимая для истории и сыгравшая едва ли не более существенную роль, чем сами аршакиды, династия – дом Сурен. Там, в пыли бескрайних пустошей Дрангианы, рождалась слава великого дома Парфии, которому была уготована удивительная и противоречивая судьба.
Представители этого дома будут владеть богатейшими землями Ирана и различными индийскими княжествами на протяжении многих веков. Они будут не раз спасать само существование Парфянской империи, а различные ветви его не единожды сойдутся друг с другом в кровопролитных боях за обладание Центральной Азией. Они станут у истоков зороастрийской ортодоксии, будут самыми рьяными из преследователями иноверцев, и по иронии судьбы сын Анака из династии Сурен примет христианство и принесет его в Армению, став великим Лусавор-Чакан, Григорием Просветителем. Они переживут аршакидов и даже сасанидов, при которых не утратят своего величия, и долго еще будут сопротивляться войскам ислама. И что совсем уже удивительно, в отличие от дома Аршака, история которого померкнет в эпоху сасанидов и будет забыта, этот дом прославится чеканным иранским эпосом. Знаменитый рустемовский цикл «Шахнаме» и шире всего иранского эпоса сосредоточен на систанских витязях дома Сурен. Немногочисленные источники подчеркивают, что Сурен или Сурена – пахлав, то есть парфянин, но ко времени похода на саков он породнился с некоторыми сакскими семействами. На протяжении долгого времени разделение саков и пахлавов будет сохраняться в Восточном Иране, но очень часто они будут действовать совместно. Многие витязи будут обладать двойной идентичностью – и пехлев, парфянин, и сакзи, сак. В результате похода Митридатом была захвачена огромная территория современного Восточного Ирана, Южного Афганистана и Юго-Западного Пакистана. Обобщенно этот регион получил название Сакастан, или в среднеперсидской форме Систан, страна саков, и под этим именем он известен и сейчас. Под власть Сурена отошли практически все земли разрушенной Греко-Бактрии и отступающей из Центральной Азии Греко-Индии. О них у нас уже был разговор. Но пока восточная граница пролегла по Гиндукушу. Все земли были пожалованы династией в наследственное управление, образовав новое полунезависимое шахство на крайнем востоке страны. Понимая, что не только громкими победами и завоеванием невероятно богатых земель он обязан Сурену, но и самим существованием парфянской державы, Митридат II возвысил эту династию. По утвержденному им закону, который унаследуют и некоторые сасанидские правители, только представители этого дома смогут короновать аршакидских царей. Ритуал возложения шахиншахской короны далеко не пустая формальность, и очень часто титул хранителей царского венца будет подразумевать реальную власть над правящей династией. Забегая вперед, отметим, что это тоже нашло воплощение в Шахнаме. Роль династии Рустемидов при дворе легендарных правителей Ирана отлично отражает положение семьи Сурена. Она безраздельно правит в своих владениях и периодически спасает шахиншахов, достойных и недостойных от различных напастей, поскольку они являются носителями божественной хварны. Война с саками шла 4 года, с 121 по 117 годы до нашей эры. Для щедрых даров наемникам и в качестве прославления своих успехов в лагере Сурена чеканятся очень своеобразные монеты. Там, где обычно указывается город или монетный двор, значится лишь в походе – катастратея. Эти монеты были отчеканены на бескрайних просторах от Амударьи до Индийского океана в постоянно наступавшей армии, преследовавшей кочевников. Во время этой войны ко двору Митридата прибыло посольство от Хань. Об этом мы уже упоминали в ролике о ханьской экспансии на запад. Это была первая встреча Парфии с Поднебесной. Убедившись в том, что восточная граница находится в надежных руках, Митридат перенес свое внимание на запад. Назревавшие там угрозы требовали решительного вмешательства. К 120 году до нашей эры в Сирии и Закавказье несколько мощных государств образовали систему договоров, союзов и противовесов для противостояния экспансии Рима. Долгое время парфяне практически не участвовали в политической жизни Закавказья и Малой Азии. Ни о союзах, ни о посольствах практически ничего не известно. Тогда же, когда государство селевкидов перестало представлять опасность для Митридата II, царь обратил свой взор на Армению. Вероятно, он первым из аршакидских царей понял значимость этого региона для связи с западным миром, ее важность в стратегическом и экономическом плане. Этот шаг будет увертюрой к невероятно долгой истории противостояния с малоазиатскими государствами и затем с Римом за обладание Закавказьем, но, очевидно, Митридат этого знать не мог. Еще один принципиальный момент. После Систанского похода Митридат впервые в парфянской истории провозгласит себя не просто царем, и даже не великим царем, а шахиншахом. Басилеус Басилея Мегало Арсако Эпифанос, великий царь царей, Аршак – явленное божество, титул, объединяющий селевкидский и ахименидский дискурс власти. До этого ни один из аршакидских царей не помышлял о том, чтобы открыто заявить о том, что он наследует великим правителям древности, и в этом заключается главное противоречие парфянской истории.
Никто из аршакидских правителей ни до Митридата, ни после не испытывал священного трепета перед величественными руинами дворцов Персеполя или Суз, но при этом уделяли внимание тем элементам древнеперсидского наследия, которые сохранили селевкиды. Так, единственная древняя столица, обладающая для парфян значимостью, это были Экбатаны, одна из царских резиденций, а до этого столица селевкидской Мидии и шире всего эллинистического Ирана. Недавние раскопки Экбатаны показали, что город был перестроен Митридатом II в качестве одной из основных своих резиденций, причем перестроен на греческий лад. Город расчертила ровная гипподамова сетка кварталов, а в центре выросла могущественная цитадель. Детальный ее анализ показал, что парфяне насыпали холм поверх ахеменидских дворцов, на котором возвели цитадель. Не очень почтительное отношение к великим предшественникам. Принципиально же важные для ахеменидов дворцы и храмы Вавилона, например, оказались заброшенными. Новым царям они казались гораздо менее значимыми, чем эллинистический мегаполис Селевкия на Тигре неподалеку, где расположилась царская администрация. Примечательная деталь, что смыслополагающим центром месопотамского города при парфянах стал театр. Театры Селевкии, Дура Европос, Вавилона регулярно восстанавливались и перестраивались на протяжении 3 веков, а примыкавшие к ним храмы, в том числе и храмы династии, лишь усиливали сакральную роль их в греко-парфянском городе. Иными словами, легитимация царской власти в Парфии происходила через обращение к наследию и языку селевкидов, а не ахеменидов, и древнеперсидские элементы иконографии, дворцового устройства, государственного управления попали в парфянский мир через селевкидское посредничество. На дороге из Экбатана находится Бехистунская скала, о которой мы говорили в прошлый раз, нестираемый памятник ахеменидского присутствия. Рядом с ним Митридат II вырезал свой рельеф, к сожалению, плохо сохранившийся. Почти на том же месте сефевидским визирем шейх Алиханом уже в 17 веке была вырезана собственная надпись, повредившая часть рельефа. На сохранившихся прорисовках виден Митридат II в окружении подчиненных. Надпись на греческом языке величает великого царя Митридата и его сына Гатарза, сатрапа сатрапов. Внешне копируя ахеменидские образы, рельеф, безусловно, использует и греческие символические приемы. Над царем мы видим крылатую нику, венчающую царя, излюбленный символ, надолго закрепившийся в иранском искусстве. Причем, что важно, контекстуально новый рельеф относится не к надписи Дария Великого, а составлял единое символическое целое с возлежащим Гераклом. Это была часть святилища Веретрагны, о которой мы говорили в прошлый раз. Здесь же находится так называемый парфянский камень, изображающий жертвоприношение Валагеса, последующего парфянского царя, относящийся к тому же символическому пространству. Митридат II меняет устоявшуюся парфянскую иконографию. Именно в его правлении завершается создание парфянской идеологии. После побед на Востоке и принятия титула царя царей он предстает в новом образе. На обратной стороне монеты изображавшийся лучник восседал на дифре, переносном эллинистическом складном стуле, положенном по рангу сатрапам и чиновникам Селевкидской империи, тогда как на монетах Митридата стул заменяется амфалом, центром мироздания, позаимствованным из иконографии Аполлона-лучника селевкидских монет. Другой важный элемент, распространенный на монетах из восточной части империи, это трон с высокой спинкой, связанный с иконографией царя-царей древности и в первую очередь, конечно, с ахеменидскими рельефами. Во второй половине своего правления вместо греческой царской диадемы Митридат принимает новый головной убор – тиару медийского типа. Примечательно, что высокий головной убор ахеменидских правителей был забыт. Именно эта тиара на долгое время становится символом царской власти. Расшитая жемчугом и украшенная астральными символами, она была воплощением царской власти и тоже важным политическим заявлением. Солнце и Луна в маздеистской и зороастрийской космологии отвечают за мировой порядок, за смену дней и сезонов. Они установители Аши, истинного порядка вещей в подлунном мире. Жемчужина отождествляется с Тиштрей или Тиштаром, звездой Сириусом. Безупречная, сияющая, хварная и подобная жемчужине звезда, как говорит о нем Тиштар-Яшт Авесты. Победитель демонов засухи, хранитель религиозных обетов и покровитель лучников, Тиштре в эллинистическую эпоху ассоциировался с покровителем селевкидской династии, то есть с Аполлоном с одной стороны, и считался покровителем Кави Аршана, мифического героя-лучника из Авесты с другой. Сложная игра ассоциаций с главным божеством селевкидского пантеона и связь с персонажем древнеиранского эпоса сделали Тиштрию одним из важнейших язатов, то есть божеств парфянского пантеона. Присвоение селевкидских и ахеменидских патистарных символов привело к тому, что все династии, использовавшие эту символическую систему, оказались вовлеченными в аршакидскую сферу влияния. В Закавказье и Малой Азии большая часть династов подчеркивала свою близость к ахеменидским сатрапам в противовес эллинизации региона.
Например, основатель династии Арташесидов Артаксий или Артаксеркс, он же Арташес I, одевался в персидское платье и подчеркнуто вел образ жизни ахеменидского сатрапа, один из способов легитимации в эллинистическую эпоху. Удивительная и насыщенная история Армении, ее борьба с селевкидами и участие в сложных союзах с государствами Малой Азии требует отдельного разбора. Этому мы посвятим беседу в свое время. Пока же отметим, что ко времени Митридата II Арменией правил сын Артаксия Артавазд. Положение дел в государстве было тяжелым. Еще будучи спарапетом, вторым лицом в государстве при своем отце, Артавазд нажил множество врагов среди армянской аристократии. Отголосок этого мы находим у Моисея Харенского в жалобах и стенаниях Артавазда на смертном одре Артаксия. Придя к власти около 159 года до нашей эры, Артавазд изгнал своих братьев из их наделов, что также очень сильно ослабило государство. К сожалению, деталей первого противостояния его с парфянами мы не знаем. Единственное упоминание о двух кампаниях Митридата в 113 и 112 годах до нашей эры содержится в клинописных вавилонских хрониках, но никаких деталей в нашем распоряжении нет. Потерпев поражение от парфян, Артавазд вынужден был отдать им в заложники своего сына Тиграна I, не путать с Тиграном Великим, и уступить некие 70 долин, которые надолго сделаются яблоком раздора между армянской и парфянской аристократией. Армения осталась независимой, видимо, получив большую автономию, нежели другие вассальные государства, что в свою очередь еще отразится на ходе ближневосточной истории. Вхождение Армении в сферу влияния парфянского царства привело к тому, что империя Митридата II оказалась вовлеченной в интриги и союзы малоазиатских государств. Ключевое событие произошло в 92 году до нашей эры, первая встреча Парфии и Рима. Примечательно, что ни одна из сторон так и не осознала значимости произошедшего, однако она окажется судьбоносной для всего региона. Ключевые события разворачивались вокруг небольшого, но стратегически крайне важного Каппадокийского царства на востоке Анатолии. Во главе его стоял царь Ариабарзан, грекоизированная форма от Ария Брзана, возвышающий ариев. Изначально Римский сенат планировал предложить каппадокийцам республику, чтобы они сами выбирали своего правителя по эллинскому образцу. Рим планировал использовать Каппадокию в качестве сдерживающего средства. К северу от нее располагалось могущественное Понтийское царство, к востоку Армения. Владеющий Каппадокией мог претендовать на власть над всей Анатолией, над главнейшими торговыми маршрутами, соединявшими Малую Азию с Месопотамией, и, по сути, определять судьбу региона. Прекрасно понимая свое выгодное стратегическое положение, а также осознавая, что в открытом бою против могущественных соперников они не выстоят, каппадокийцы торговали своей лояльностью, предлагая за огромные деньги свою поддержку то селевкидам, то Понту, то Армении, то Риму. Чтобы царство не досталось ставленникам понтийских и армянских царей, Римский сенат постановил наделить царскими полномочиями Ариабарзана, прозванного в истории Филоромеем, другом римлян. Однако, когда марионеточный правитель прибыл в Евсевию или Мазаку, современная Кайсери, центральная Турция, армянский царь Тигран I, до этого бывший в заложниках у парфян, решился на открытую интервенцию. Противостоять армянским войскам, которых поддерживало местное население, Ариабарзан не мог. Еще критичнее для него было то, что на стороне Армении выступил Митридат VI Понтийский, могущественный и заклятый враг Рима. Силы были слишком неравны. И он обратился за помощью к Сенату. Для спасения своего ставленника Сенат послал на восток проконсула Киликии, лучшего полководца республики Луция Корнелия Суллу, с небольшим отрядом и широкими полномочиями на растрату казенных средств. Армии Тиграна он разгромил и вышел к Ефрату, где встретился с парфянским послом Арабазом. Историческая встреча не задалась. Обе страны слишком мало знали друг о друге. Сулла держался надменно, усадив посла по левую руку на складной Сул-Дифр, по правую Ариабарзана, а сам, подобно царю и владыке, занял центральное место. Посол предлагал мир и союз, но для Суллы гораздо более опасным и важным представлялась угроза из Понта и Армении, поэтому щедрое предложение он отверг. Примечательная деталь, что в свите Арабарза находился некий халдейский астролог, который предсказал Сулле великое будущее. Мода на вавилонский образ жизни постепенно входила в парфянский обиход. По возвращении к Митридату в Вавилон Арабарз был казнен, поскольку не сумел должным образом представить империю. Долгая история Римо-парфянских отношений началась с недопонимания. Примечательно, что в правлении одного царя Парфия установила дипломатические отношения сразу с двумя сверхдержавами на Западе и на Востоке, и каждая из этих встреч имела очень далеко идущие последствия. Однако, пока римское присутствие в Азии было малочисленным и представлять угрозу парфянской династии римляне не могли. Западная граница впервые за долгое время оказалась замеренной. Окруженные клиентскими царствами, владения парфян были в безопасности.
Сирийское царство селевкидов после возвращения из плена Диметрия распалось на несколько враждующих частей, все еще богатых, но не представлявших реальной угрозы соседям. Время от времени все еще случались стычки с парфянами, но чаще всего достаточно было усилий местных сатрапов для подавления всякого сопротивления. Известно, например, что правитель северо-восточной части Сирии Антиох X Эвсев планировал отвоевать у парфян Северную Месопотамию около 90-го года до нашей эры, то есть спустя пару лет после переговоров Арабаза с Сулой. Антиох даже выпустил особую серию монет, рассчитывая щедро заплатить наемникам за восточную кампанию, но он был убит на переправе через Ефрат, а войско его разбежалось. Еще через 2 года, в 88 году до нашей эры, тот же сатрап по имени Синак принимал участие в очередной гражданской войне в Сирийском царстве. Соперник Антиоха X, Диметрий III Эвкер, правитель части Селевкидской империи, охватывавший часть Финикии и Дамаск, осадил своего брата Филиппа в Верии, современной Алеппо. Видимо, пообещав вассальную зависимость от парфян, Филипп призвал парфянского сатрапа, и тут с отрядами латной конницы появился под стенами Алеппо. Димитрий III укрылся было в лагере, но меткая стрельба парфянских лучников вынудила его капитулировать. Он был взят в плен и отправлен в Экбатану, к Митридату. Фактически парфянские сатрапы брали на себя решение сирийских дел, вмешиваясь как полунезависимые правители, поддерживая то одного, то другого претендента на престол селевкидов в многократно дробящейся и постоянно воюющей Сирии. В последние годы жизни Митридата всеми делами на Западе ведал его сын Гатарс I, чье необычное имя Гаутараза переводится как «дробильщик быков». Фактически огромное царство Митридата было разделено на два крыла – западное, которым управлял Гатарс, и восточное, находившееся под управлением Сурена. Предположение о том, что Гатарс происходил из какой-то боковой ветви аршакидов, распространенное в иронистике до недавнего времени, несостоятельно. Астрономические дневники подвластного ему Вавилона неоднозначно называют его сыном Митридата. Митридат II умер в 87 году до нашей эры. Его жизнь – это целая эпоха грандиозных изменений, как в Парфии, так и во всем мире. Мало когда на жизнь одного поколения приходится столь глобальный слом ткани истории. В конце его жизни весь обитаемый мир Евразии оказался разделен на несколько сфер влияния. Встретились великие империи античности и зародился Великий Шелковый путь. В это же время было совершено еще одно историческое открытие, начавшееся весьма неожиданно. Около 118 года до нашей эры пограничная стража египетского фараона Птолемея VIII Эвергета обнаружила выброшенный на берег Красного моря удивительный корабль с единственным выжившим на борту. Оказалось, что этот корабль прибыл в Египет из богатой Индии. Судя по тому, что матрос не говорил по-гречески, судно прибыло с Цейлона или юга полуострова. По приказу фараона была послана небольшая флотилия во главе с Евдоксом Кизикским, которая вновь открыла морской путь вокруг Аравии в Индию. А кормчий Евдокса Гиппал открыл удивительное свойство муссонов. Сильные ветра зимой, проносясь над Африкой, дуют над водами Индийского океана, позволяя судам пересекать этот океан напрямик, а не вдоль берега. Наконец, летом муссоны меняют свое направление, позволяя мореплавателям возвращаться с востока на запад. Так родился Великий Индийский путь, на излете античности, пожалуй, не менее значимый, чем знаменитый Шелковый, событие ключевое для нашей дальнейшей истории. При жизни Митридата постепенно угасает великая вавилонская цивилизация. Существовавшая на протяжении 3000 лет клинопись выходит из употребления. Несмотря на то, что последний клинописный документ датируется 75 годом уже нашей эры, основной массив клинописных источников исчезает как раз в правлении Митридата II. Последние в истории клинописные копии эпоса о Гильгамеше, шумерского текста «Когда Ану и Энлиль», поэмы творения Энума и Лиш датируются Митридатовой эпохой и посвящены этому царю. Пожалуй, более значимый интеллектуальный центр Месопотамии, нежели Вавилон, древний город Урук, оплот религиозного консерватизма, приходит в упадок в 90-х годах до нашей эры. Основанный еще в 4000 году до нашей эры, насчитывавший 27 веков письменной истории, Урук сменил имя на греческое – Орха. Он продолжал славиться своими школами песцов и храмовыми центрами. Знаменитый храм головы Бит-Реш был последним оплотом цивилизации Древней Месопотамии, так и не справившейся с вызовом глобализации. Уже при Митридате Ефрат изменил свое течение, древние каналы обмелели, и город стал постепенно умирать. Обломки великих святилищ древности использовались жителями для того, чтобы завалить проломы в стенах, видимо, для защиты от грабителей из пустыни.
В бит-режь появились греки, невиданная для консервативного урука деталь. В школе песцов начали изучать греческий язык, видимо, для нужд сатрапской канцелярии. Один из сохранившихся двуязычных документов – греческий перевод поэмы о невинном страдальце, размышления сановника Шупши Машре Шаккана, жившего в XIV веке до нашей эры, о том, что божественная воля непостижима. Отчаяние мудреца, которого не слышат его же боги, служит эпитафией умирающего урука и засыпаемой песками цивилизации. «Я страну призывал соблюдать обряды, чтить богини имя учил я народ мой. Воистину думал, богам это любо, но что мило тебе, угодно ли Богу? Словно камыш я вырван и брошен, демон в мое облачился тело, близкая смерть мне лицо прикрыла, заклинатель позвал меня, мне не ответить». Удивительно, но последние осколки древней Месопотамии окажутся далеко от исторической прародины, в торговых городах Сирии и Северного Междуречья, в Хатре, Пальмире и Эдессе, молодых торговых городах, выходящих на историческую сцену. В руинах гибнущего Урука через несколько веков поселится община гностиков, сохраняя и поддерживая древние культы и верования, изменяя и толкуя их на новый лад. После смерти Митридата в Парфии наступил очередной темный период, 30 лет практически не отраженный в источниках. Но именно в это время произойдут удивительные события, родятся новое царство, порождение нового глобального мира, айкумены от Галлии до Китая.